Всем привет, ребят! Решил тут как-то поиграться с ChatGPT, ввел одну команду и получил довольно-таки интересный результат. И я решил, что дальше продолжать не буду, включу видео и запишу весь процесс уже на этот. Посмотрим, что получится. Я не знаю, что будет дальше. Я просто ввел базовый, что я хочу React плюс TypeScript to-do предложение с функцией добавить to-do, удалить to-do и обновить to-do. И также используя State Manager Zaштанд. Получил я вот тут в тексте довольно интересный результат. Я думаю, он должен работать. Я не проверял. Поэтому сейчас мы с вами это проверим и попробуем как-то это все дополнить тоже через чат. Абсолютно все. Я для этого создал новый пустой проект абсолютно. И нам тут нужно сначала установить React. Он прям подсказывает, что нужно установить React. Только я установлю прям в эту папку. Мы ставим React. И хочу сказать, что вам не обязательно знать TypeScript, вам не обязательно знать этот State Manager Zaштанд. Ну, желательно, да, просто понимать немножко React, как он работает, потому что тут, в принципе-то, мы будем работать с кодом React, и желательно это понимать. Здесь я не буду рассказывать, что как работает, как это все сделать и тому подобное. Тут мы просто именно сделаем все при помощи данного чата. Если, конечно, у нас это получится, потому что я не знаю. Я дальше шага установки, создания этого приложения, вот мой первый шаг, моя первая команда. Дальше этой команды я не ходил, я решил сразу включить видео и посмотреть, что у нас в конечном итоге получится, потому что здесь код сыроватый, поэтому мы будем уже как-то дополнять уже посредством, в принципе, чата GPT. Так, что там у нас? Пакеты ставятся, отлично. Дальше нам предлагает установить State Manager Zustand. Говорят, что читается он правильно Zustand, потому что он немецкий разработчик, вроде как его сделали. Я с ним много не работал, но я с ним я познакомился. Он довольно-таки удобный, он очень простой, и он по сравнению, конечно, с обычным редаксом, то вообще небо и земля, а по сравнению с Redux Toolkit, который, в принципе, сам Redux Toolkit не очень тяжелый, то это еще проще. То есть это, наверное, самый простой. И, возможно, я запишу на эту тему ролик, когда более детально с ним познакомлюсь. Но в целом он крут, мне понравился. И поэтому рекомендую. Так, теперь ставим State Manager. И дальше нам показывает по шагам, что нам нужно сделать. Сначала он предлагает нам создать тип для нашей тушки, где у нас будет ID-шник, имя и completed. Я так понимаю, это будет какой-то чекбокс. Поэтому мы создадим... Давайте мы прям создадим в SRC. Мы тут ничего удалять не будем. Или давайте почистим, чтобы у нас тут много чего лишнего не было. Вот так вот. npm run start. Сразу запустим приложение. Уберем все ошибки, которые нам сейчас даст, потому что мы там что-то удалили, и, скорее всего, там теперь что-то не работает. В индексе вот это мы удаляем. Вот это удаляем. Так, теперь в app.tsx мы удаляем, оставляем только app. Вот это тоже удаляем все. Есть, все. Теперь работает. Отлично. По шагам. Давайте мы предлагаем создать типы types.ts. Мы здесь type to do делаем, и, конечно же, мы его экспортируем сразу. Потому что мы его будем в store тащить. Так, тип создали. Теперь нам нужно создать store. Then we will then create a store. Копируем весь код. Создаем здесь же файлик store.ts. И сюда всю эту историю добавляем. Единственное, что нам нужно импортировать тудушки. То есть мы берем to-do с типов, и это у нас будет массив. Вот так. Так, отлично, работает. Сейчас мы все это добавим, а потом объясню, что тут вообще происходит. Дальше теперь нам нужно создать to-do app component. Мы это копируем и создаем вот так вот. to-do app.tsx. Добавляем всю эту историю, сохраняем. И теперь этот компонент... Где-то у нас есть ошибочка. AnyType.
Так, to do component, our to do app. Окей, у нас все. Где-то у нас есть use to do store. У нас нет use to do store, у нас просто store, поэтому нам нужно просто store. Есть, все заработало. Отлично. Все заработало, и теперь нам осталось всего лишь вывести наш to do application в нашем приложении. Класс нам никакой не нужен. И сюда мы просто выведем to do app. Вот так. Сохраняем и давайте посмотрим, что у нас в итоге вышло. У нас получился вот такой to do app. И давайте проверим его работоспособность. И давайте. Так, пофиг. Fun. Нажимаем add to do. И у нас добавился. Потом что там? Learn. Нажимаем add to do. Добавилось. Отлично. Что насчет выполнения? Мы можем поставить галочку, но больше ничего не происходит. Что удаление? Так, удаление работает. Окей. Удаление работает, но очень сырое. Поэтому давайте мы теперь попросим его make some styles for this app. Нажимаем Enter и ждем. Вот он пошел делать нам стили. Так, нам нужно создать todoapp.css. Давайте мы создадим. А мы не будем создавать, мы просто добавим стили уже имеющиеся, и все. Вот такие вот стили он нам предлагает. Ага, он тут нам прям дает. Ладно, давайте прям будем следовать его его командам. Добавляем сюда стили. Дальше он нам предлагает импортировать todoapp.tsx. То есть мы импортируем это todoapp.tsx в todoapp вот сюда. Так, типа мы закроем. Store. Так, app закроем. Index.ts закроем. Сейчас мы все это добавим. И потом я расскажу, что тут происходит. Вот тут у нас будет класс. Опа. Класс контейнер. Смотрим сюда. Вот такое же to-do приложение у нас есть. Прикольно. Давайте только мы добавим немножко padding top 100. Нет. Вот так вот. Margin top 100. А, тут прям... Тогда мы margin это сюда. Вот так. Так, теперь давайте еще добавим пару тудушек. Опа, посмотрите, как уже это все происходит. Прикольно, прикольно. Удаляем, удаляем. Все работает. Add to do, add to do, add to do. Так, теперь нам надо... Давайте мы попробуем... Давайте сейчас рассмотрим приложение. Что у нас есть в конечном итоге? У нас есть компонент единственный to do app. Мы в него переходим. И мы тут видим, что у нас тут есть добавление тудушки, удаление тудушки и обновление тудушки. И тут просто через map мы создаем инпуты и кнопку для удаления. И также здесь форма для добавления тудушки. И давайте посмотрим store. Здесь у нас есть тип для to-do store, где у нас есть тудушки, это массив типа to-do, где есть add to-do, remove to-do и update to-do. И сам store. Он нам создал сам store, где есть тоже этот массив. И каждая функция, где он обновляет наш state наподобие как в редакте. То есть мы берем старый state и добавляем туда что-то новое. И в принципе все. Вот, то есть вот так вот работает state manager. Мы создаем state. И потом в любом компоненте мы можем с этого стейта вот таким образом просто через hook use to do store. То есть сам state это по сути hook. Мы создаем этот хук, и это является стейтом. И когда вызываем мы этот хук, мы просто достаем те компоненты, те элементы, те данные, которые у нас находятся в стейте, и с ними уже можем работать внутри любого компонента. То есть вот такая вот история. Так, хорошо. Что если мы попросим его сделать какой-нибудь фильтр для нас? Make two filters to component
and uncompleted to-dos. Так, предлагает обновить to-do application. Единственное, что на бесплатной версии, когда большая загруженность у чата GPT, то есть возможность, что он какую-то команду не выполнит, просто зависнет. То есть тут два варианта. Либо обновиться на Pro-версию, либо же просто подождать и через какое-то время повторить. Так, окей. Давайте смотреть, что он нам предлагает. You can modify to do up to TSX. Копируем. Полностью копируем. И давайте to do up TSX мы полностью копируем, только здесь не забываем, что я файл назвал store. Так, это когда что-то ломается. Что ломается? To do текст. И почему мы все это ломаем? Ага. Also update store file. Все обновляет. Вот уже remove to do by ID, update to do by ID. Отлично. Он для нас это все делает. Так, ну все, по-моему, все. Он пишет просто, что он обновил. Нам это уже пока не сильно. Вот так, сохраняем. И все равно что-то не работает. Почему что-то у нас не работает? Потому что to do мы берем из types. Есть. И все равно все сломалось. New to do. В чем проблема здесь? Текст. В смысле текст не... Где типы наши? А, тут name. Там name. Давайте тоже update type for to do. Пускай обновит нам тип. Потому что у нас здесь в типе name поле, а здесь он нам сделал текст. Все, изменил. Копируем. Только уже как интерфейс. Ну окей. Есть. Все заработало. Все заработало. Давайте проверять. Идем сюда. Вот какие-то фильтры. Раз, два, три. Completed. Show completed. Опа! Show uncompleted. Посмотрите, посмотрите. Только мне не нравится, что я не пойму. Add completed and uncompleted counts. Вот так, чтобы мы понимали, сколько там выполненных, сколько невыполненных. Короче, ребят, случилась такая ситуация, что на каком-то этапе шло все хорошо, а потом на каком-то этапе он начал уже себя передумывать, он начал добавлять какие-то новые фишки, которые ломали все, что было ранее. Нужно было теперь искать изменения и изменять это все параллельно и там, но он этого делать не хочет, ему нужно за каждый файл писать. Если я прошу его добавить какую-то функцию, он мне один файл обновляет, остальные не хочет обновлять, мне нужно писать вручную, чтобы он обновил те файлы. Он обновляет, но обновляет уже кое-как по-другому, оно уже не работает, вся эта история. И он начинает уже выдумывать какие-то костыли, передумывать. И, короче, у меня в итоге с вот этими вот фильтрами, с количеством выполненных и невыполненных задач ничего не получилось, потому что он слишком начал передумывать, все усложнять, все начало ломаться, все перестало работать. А в конце концов он, в принципе, вообще сломался и перестал выдавать
мне оставшийся код. То есть вот тут он сломался и решил, что все, на этом хватит, и больше он не хочет со мной общаться. Такое происходит, потому что у меня бесплатная версия, и я уже это говорил, что либо надо покупать платную версию, либо просто пробовать еще через какое-то время, потому что сейчас большая нагрузка на этот чат. То есть вот так вот у нас все получается. Может ли он как-то чем-то помочь? В будущем, думаю, да. Э, Насколько он сейчас сырой, полностью сырой, ничего сделать по сути не может. Из вот таких вот тем, которые касаются именно какого-то приложения, чтобы он написал приложение с нуля. Нет, он этого не может. Базовые вещи какие-то, да, видите, он тудушку нам создал. Но для того, чтобы просто добавить количество выполненных и невыполненных задач, у меня уже не получилось, и он потом сломался, и он все... Сначала он все поломал, потом сам сломался. Поэтому я думаю, что эксперимент был прикольный. Может быть, просто я неправильно пишу команды, может быть, я чего-то не знаю. С этим, в общем, нужно будет, наверное, попрактиковаться. И если у меня будет желание, и у вас также желание на такую рубрику, то пишите в комментах, и посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, со временем мы его научим и сами научимся им пользоваться, и сможем через чат GPT делать прикольные приложухи. А на этом данный ролик подходит к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.